Ну что же, я только вчера закончила мой вышивальный влог, и вот сегодня я могу показать, что я рестартанула со своими розами в окне. Как и предполагалось, вчера я весь вечер порола эти розы в 2 нитки, а сегодня утром... Утро у нас туманное, дождливое и серое, и совсем не хочется вылазить из кровати. Вон, видите, тоже человек ждет лета. И поэтому я решила немножко повышивать, пока есть время, и смонтировать и загрузить предыдущее видео. Я надеюсь сегодня повышивать эти розы. Хочу хотя бы вышить то, что я вышила, уже в 2 нитки. Это стволик дерева и 2 розы я там вышила. Сейчас, где тут? Вот она. Вот этот стволик, вот эти 2 розочки я вышила. И все это распорола. И буду я вышивать в 1 нитку. Ничьи советы не слушать. Итак, друзья, полюбуйтесь на это. Здесь 1000 с чем-то крестиком и 1100 или что-то такое. И такой опыт я больше повторять не хочу. Я не знаю, как люди вышивают так. У нас вчера была отвратительная погода. У нас просто безостановочно шел дождь. И я практически целый день посвятила вышивке. Но если вы когда-то мечтали, вот я хочу, чтобы целый день я сидела и вышивала, и больше ничего не делала. Нет, нет, нет. И это несмотря на то, что я там с утра встала, пошла погуляла с Лулу, и там покушать приготовила, и пирог испекла, и несмотря на это, я все равно где-то часов 7 просидела за вышивкой. У меня это вообще такого никогда не бывает. И я не хочу, чтобы это опять повторялось. Во-первых, когда ты долго сидишь, у тебя эффективность падает. Я не знаю, как обычно, я обычно вышиваю 2-3 часа максимум. И я вышиваю в темпе нормальном. Здесь я повышивала, и, естественно, не то, чтобы я сидела там беспрерывно вышивала, естественно, с перерывами там вставала, чем-то отвлекалась, что-то делала. Но все равно, это практически рабочий день. Я не хочу, чтобы мое хобби превращалось в работу, потому как это убивает всю прелесть и романтику. Отставим в сторону мои размышления по этому поводу. Посмотрите, как получаются розы в 1 ниточку. Я все-таки все это распорола и перешила. И видите, какая разница. К сожалению, я не сделала фотографию, как было в 2 нитки. Я надеюсь, вы помните. Хотя прошла неделя, может и не помните. Это у меня прошел день. Они получились более воздушные, более нежные, и за счет вот этого просвета, вот здесь это светло-розовеньким оно вышивается, и видите, оно прям как просвечивает эта ткань, и он получается более легкий, более воздушный. Но здесь на темных, конечно, просвечивает больше. Вот так. Мне очень нравится больше, гораздо больше, чем мне в 2 нитки, когда было. Напомню вам, вот так это все должно получиться. И да, сейчас это ближе к оригиналу, ближе к тому, что я вижу на картинке, и ближе к тому,
что мне понравилось в этом деле. Сегодня, к счастью, у нас прекрасная погода, солнышко, замечательно. И я начну день с того, что я пойду гулять с Лулу, потому что вчера этот дождь, он повирает, конечно, в какую-то депрессию. А потом мой воскресный проект, это мой домик, который я обожаю, и какое чудо! Вот в этом комплекте есть недостающая ниточка на тот домик. И я здесь буду вышивать в одну нитку, и я надеюсь, я вытащу пару ниточек из этого наборчика, и мне все равно хватит. Ну, я во всяком случае надеюсь, потому что вот здесь 2 розы я распорола, как бы тоже дофигища ниток. Ну, это все равно DMC, и я в любом случае смогу заменить, если вдруг не хватит. Так что здесь есть зеленая недостающая ниточка, зеленая, 471 номер. Так что я смогу повышивать свой домик замечательно, прекрасно. Хорошего всем дня, увидимся, когда какие-то результаты будут. Вечером я повышивала свой домик. Ну, такой какой-то у меня отрезочек был. Я вытащила из вот тех роз, которые я вышиваю, зеленые, которого мне не хватало, вот это 471. И я зашила им все, что надо было зашить. Вот вы где видите вот такой зеленый болотный, это все я вчера позашивала. И зашивала вот этим голубым. Ой, все попадало. Вот этим голубым. Ну, голубой весь не доделала. Здесь внизу идет вот такая россыпь сумасшедшая. Мне не хотелось. Ну, не красота. Оказывается, у меня еще 2 цвета не хватает. Блин, все-таки придется мне ехать за этим мулине. Как ни крути, как я не старалась выкрутиться, ничего не получается. Надо ехать в любом случае, покупать это мулине. Может, сегодня еще фон позашиваю, все равно фона. Здесь вот практически, видите, здесь уже этот домик готов. Здесь вот все полукрест будет, ну, вот здесь перемешку полукрест-крест, ну, вот этот овал дойдет. А все остальное, вот здесь вот этот прямоугольное, это будет все черное. Так что, может, я сегодня еще выщу черным 500 крестиков. Вчера я навышивала 570. Но я по 1000 хочу вышивать каждую неделю. И будут у меня так потихонечку двигаться. Ну а сейчас пошла рулет делать. Красота, боже, залипаю просто. Не могу налюбоваться. Надя, привет. Надя мне написала в комментариях, что ж вы наделали, теперь и мне такой домик надо, да? Он всем нужен, он зачарованный этот домик, его надо всем. Только полюбуйтесь, какие красивые получились у меня булочки с маком. Сейчас я их присыплю и завтра буду откармливать своих подружек. Класс! Ну что же, покажу вам, что я нашила тут на своем домике. Нашила я здесь вот эти цветочки. Короче говоря, здесь вот эту кашу я шила голубенькими и сиреневенькими. Я думаю, это люпины, что-то такое. Или дельфиниумы, как они там правильно называются, не знаю. Ну, одним словом, я шила вот это все эти разбросы. Как-то я подустала шить их, закреплять и решила начать уже эту рамку. Ну, рамка, естественно, здесь шьешь и шьешь. И так вот это вот же край дизайна. И я смотрю, что я так мало оставила, ну, запасов. Оно еще, видите, распускается, треплется. Надо хотя бы... Извините, это Пойти у меня здесь ходит, кошка. Хвостиком махнула, яичко упала и разбилась. Штатив упал, и телефон разбился. Ну, надеюсь, что нет. Видите, вот так он распускается. Надо хотя бы клеем здесь проклеить, а то у меня реально потом не будет как натянуть его.
Пойти, ну хватит, наверное, уже что-то ходишь сюда. Ну и вот так красиво очень выходит. Ну что я могу сказать? Вот, это 50%, вот если когда я закончу все, это будет только 50% от картины, а вот 50% это будет вот эта рамка черная. Ну, уже видно, как красиво, как ни крути. Мне все равно не хватает 3 цвета DMC, и мне придется ехать за этой ниткой. Можно было сегодня поехать, сегодня вторник, вот там этот базар по вторникам и средам. Но я сегодня поехала со своей собачкой к ветеринару. Ой, ну тоже я, знаете, паникерша называется. Короче говоря, сидим в субботу, смотрим телевизор, все спокойненько, все прекрасненько. Собака у меня на руках, я ее глажу, и в какой-то определенный момент чувствую под кожей у нее вот какой-то как шарик, какой-то как выпуклое такое. Боже, я перепугалась сразу, знаете, паника у меня такая, что это, какое-то вздутие, что это такое, все, я в шоке, я в панике, что куда бежать, что делать. Позвонила в воскресенье, закрыта ветеринарка. В понедельник я звоню, объясняю вот так и так, вот такое, этот самый. Она говорит, ну сегодня в понедельник нету никого, приезжайте во вторник с утра. И этот самый, ну назначила я этот, ну как, прием, и более-менее так успокоилась. Ну и когда успокоилась, уже начала рассуждать как бы логично. Уже мозги начали соображать, паника отпустила. И что получается? Ей в пятницу сделали прививку. И сделали эту прививку в холку. И вот там, где именно вот это я и нашла этот шарик под кожей. И это, скорее всего, это от укола, от этого... От этой прививки, видно, под кожей зашло это лекарство, и оно там осталось, не рассосалось. И я такая думаю, фу, чего я так труханула, чего я так перепугалась. Ну и так оно и получилось. Сегодня поехали мы туда, посмеялась с меня ветеринарша, что я такая перепуганная. Ну, не посмеялась, а успокоила, там, сказала, все в порядке, это никакая не опухоль, все, идите домой с Богом, наблюдайте, должно пройти через несколько дней. Ну, понимаете, ну, когда делаете прививку, ну, скажите меня, предупредите, я неопытный собаковод, как это называется, собачник, поэтому я как бы не знаю таких тонкостей. Ну, вот так я перепугалась, ну, все, закончилось хорошо. Вот, и к чему я это все говорю, и я не поехала на этот базарчик, а сейчас уже поздно, мне надо идти, мы сегодня ходим, и поэтому это все откладывается до субботы. Вот эти вот части, которые вот здесь пооставались, это вот эти как раз недостающие, здесь не достает одного цвета зеленого, одного цвета розово-красного какого-то, и одного, по-моему, серенького какого-то цвета. Вот видите, вот здесь пробелы в этом дереве, это все, вот это какой-то зеленый цвет, не помню, какой там номер, 365. Пойте, ну что такое? И что же я хочу сегодня? А сегодня вечером я хочу взять, повышивать свою чашечку от Rosewood Manor. Давайте я вам покажу, на каком я сейчас месте нахожусь. Я не помню, я вам показывала, или я вам так показывала только, когда я листики вышила. Ну вот я вышила уже практически всю эту чашечку. Вот здесь осталось этим серебристым, и вот здесь ручка тоже серебристым. И вот здесь будет краюшек и каемочка серебристая. И потом останутся уже одни цветочки здесь. Вот так красиво получается. Хорошо, что я взяла белую равномерку, потому что мне очень нравится, как выходит. Какая-то буква А странная, но я посмотрела, такая же она и на превью. Я думала, что, может, я здесь где-то сместилась. Ну, знаете, как бывает, на один крестик ошибешься, и вся картинка ломается. Нет, так же точно.
Так что все правильно. Вот такой план. Посмотрим, что у меня она вышивается. Легко вышивается, хорошо. Здесь как бы тоже много разных цветов ниток. Но тем не менее, они как-то... Чашка вообще одним цветом вышивается очень быстро и легко. Здесь в листиках, конечно, были разные цвета. Там 5, по-моему, зеленых цветов. Но тем не менее, видите, они как-то... Логично. Берешь ниточку, дошиваешь ее до конца. Не то, что здесь цветочки. Ну, цветочки здесь, они как бы оправдывают себя, что цветочки, они в такой разброс. Ой, ну класс, красота. Прям красота. Не могу налюбоваться я на этот домик. Ну и чашка тоже очень будет красивая. Вот такие планы. Вот моя помощница сидит, помогает. Я ее прогнала, чтобы она хвостом штатив не колыхала. Так она присела сюда на кресле рядышком со мной. Да, Лу, пойте. Пойте. Не царское это дело с вами разговаривать. Пойте. Пойте. Хочу попробовать искупать свою зверюгу сама, потому как я уже однажды купала, но мы купали вместе с дочкой, было легче. Одной я не пробовала. Так, проба. Давай. Давайте я дам вкусняшку. Да, не очень тебе нравится, конечно, но если ты будешь себя хорошо вести, ты получишь еще вкусняшечку. Давай, смотри, какая тепленькая водичка. Ой, как хорошо. Так теплый, вот так, браво. Браво, Лу, guarda, che bello, браво. За вкусняшку готова на все, да, Лулу? За вкусняшку ты готова на все. Сейчас дам я тебе вкусняшку, сейчас я тебе дам, не переживай. Обязательно, только не полазь. Так, все, садись сюда. И теперь нам надо ополоснуться. Все, мы закончили. Давай, иди сюда. Давай, Лулу. Да. Браво. Брависсимо, Лулу. Это браво. Браво. Куколки. Вот такой подарочек. Вот такие мы красивые. Получили мы за это вкусняшку. Вот такие мы красивые. Вкусняшку получили. Сейчас мы покушаем еще, да? Можно теперь и покушать. Вот какая красивая девочка у нас. Полюбуйтесь на нее, какая красивая у нас девочка. Лулу, море. Ну что ж, друзья, я к вам с готовой работой. У меня тут антураж поменялся, как вы можете заметить. Все готово ко дню Валентина. Сердца, сердца, сердца. Все такое сердечное. И я хочу вам показать готовую работу. Сейчас мы опустимся вот так. От Rosewood Manor, дизайнер Карен Клуба. Хотела прочитать Теа уже на итальянский манер. Помнится, когда я только сюда приехала, я смеялась с них, когда слышала, когда они говорили Колгате вместо Колгейт и Батман вместо Бэтмен. Батман плеер. Не подумайте, что у меня там какое-то балетное прошлое. Наоборот, меня мама как-то в детстве повела, чтобы меня в балет приняли. Там какой-то был отбор странный, потому что там меня попросили найти ноту на пианине. Я должна была отвернуться, она
нажала клавишу, а потом я должна была по слуху определить, на какую клавишу она нажала. Естественно, я этого не нашла. Мне лет 5 было, наверное. Потом она меня попросила спеть, и я там, я не помню, что я ей там пела, но пела очень громко. И в итоге мне сказали, маме моей сказали, ну, не можем мы вашу девочку принять, она слишком высокая, слишком громкая, слишком массивная, слишком тяжело прыгает. И тогда моя мама меня взяла за руку и сказала, пойдем, дочь, ты слишком хороша для них. И я до сих пор это помню, вот представляете, вот такое. Ну, вернемся к нашему чашечка ти. Ну что я вам могу сказать, друзья, не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Вот посмотрите внимательно на превью, посмотрите внимательно, как выглядят эти фиалочки и сравните с тем, что получилось. А получилось вообще совершенно не то, что нам предлагает превью. Ну, вообще, я, конечно, понимаю, здесь фотокоррекция и всякое такое прочее, но я могу понять, когда голливудских див корректируют, чтобы они выглядели моложе. Но когда у вас фиалки вот здесь темно-синие, а у вас получаются какие-то бледные, с какими-то дикими переходами, ну, посмотрите на это. Это вообще что? Что это? Короче говоря, я расстроилась, я не могу вам передать как. Ну вот, это ж не то, что мне кажется. Ну, действительно, посмотрите, какой. Ну, ладно, чашка. Чашка может она быть разного цвета. Но фиалки. Ну что это? Это вообще... Я ради этого купила все цвета. У меня на этот дизайн не было ни одного цвета мулине. Их 15 штук. Я купила все эти 15 штук. Вот они. Все эти ниточки. И я сейчас думаю, зачем я это сделала? Зачем я потратила столько денег? Ради чего? Ради того, чтобы у меня получилось вообще непонятно что. Лучше бы я подбором сама выбрала эти цвета, и это было бы гораздо красивее и более похожее на то, что здесь на превью. Вообще, честно сказать, такое чувство, что этот дизайн не Карен Клуба разрабатывала, вот честно. Потому что я довольно-таки много, сколько я вышила. 3 большие работы. Я зимний квакер, осенний квакер и вот этот летний полдень с птичками, который в прошлом году закончила, что в позапрошлом, уже не помню. И вот такое у меня со мной впервые вообще. Ну и вы же понимаете, что желание вышивать остальные чашки у меня отбилось напрочь. Ну, во-первых, это больше как бы на Just Nan похоже, потому что здесь меняются эти ниточки бесконечные какие-то, 15 цветов в этом маленьком дизайне. У Карен Клуба всегда это какое-то все логичное было, с минимальным количеством цветов, идеальная картинка. Здесь с огромным количеством цветов, то ли она экспериментировала что-то, я вообще понять не могу. Ну, короче говоря, расстроилась до слез. Вот когда я вам говорила, там на каждый цветочек разный цвет желтого было. Нет, было все сложнее. В каждом цветочке по одному разного оттенка желтые были. Смысл в этом есть какой-то? Вот этим цветочком вообще вышивается, вот этим цветом вышивается один крестик вот в этом цветке. Все. Это ради этого надо было покупать этот цвет? Вот скажите мне. Я думаю, что нет. Тем более результат очень далек от ожидаемого. Ой, даже, честно говоря, мне ничего не хочется по этому поводу рассказывать. Вот настолько это все печально. Организация у меня вот в этой коробочке была. Очень мне нравится, честно говоря. Вот это я сделала этот
органайзер, да, как это называть. Вот из этого шмеля от фрузелка. И мне очень удобно. Я вышиваю на круглых пяльцах. У меня вот сюда вмещаются эти пяльца, даже которые побольше. И вот так вот все эти ниточки лежат. Здесь у меня и ножнички лежат, и по бумаге я вышивала, вот зачеркивала. Ну, знаете, такое себе. И хотела же я после того, как закончу это, начать дизайн капучино. Честно говоря, теперь, ну, вот желания нет, вот реально. Интересно, а сколько здесь цветов? Если здесь тоже сейчас будет штук 15-20, то такая же фигня выйдет у меня. И ну, первая чашечка с розами, она такая классная вышла. Я ж после нее купила все остальные. Так, здесь у нас... О, здесь еще больше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 цветов здесь. На один больше, чем на... Ну, здесь хотя бы разные цветы. Здесь вот, я думаю, это мускарики или что это такое. Здесь эти лилии. Ой, ну, короче, ребята, я очень расстроенная и разочарованная. И поэтому я решила взять следующим маленьким процессом, я решила взять дизайн. Помните, я баннер вышиваю по сезонам от Serenità компания. И там у меня... Что у меня там? У меня там морозник. А почему? Да вот потому. Эти у нас зацвели подснежники. И начинают цвести морозник. Это о чем говорит? О том, что мне надо начинать вышивать зиму от Serenità компания. Ну и вот морозник съела Лулу. Но, Лулу, баста! Вот, смотрите, какой красивый. У меня не собака, а какая-то коза. Ну что же, сейчас я это все разберу. А вот этот органайзер я организую вот этот мой баннер. Как вы помните, у меня был вышит, куда я уже ножнички пристроила, надежное местечко. У меня было вышит вот эта тыква, и вот это атуно, осень, и вот это будет у меня инверно, то бишь зима. И у меня это все вышивается на одном кусочке ткани, который я сама красила. Вот такое шикарное, вот такая осень у меня получилась, очень красивая, очень яркая, такая, ну, восторг, просто восторг и великолепие, особенно после этих фиалочек. И вот здесь у меня внизу будет зима, естественно. Вот сюда зима будет, здесь весна, и у меня год начнется с лета. Все будет наоборот. Ну и что? Будет так, как будет. Начну и покажу, что у меня получается. Я думаю, что это будет несложно вышивать. Была в библиотеке. Смотрите, я как-то уже рассказывала однажды. У нас там есть такой ящик, в который приносят все свои журналы, либо книги по рукоделию, по вышивке, там, по вязанию, по шитью и оставляют. И ты можешь прийти, оставить свои журналы или книги и взять даром. Если тебе понравится, можешь себе даже оставить, никто тебе не запрещает. И смотрите, что я набрала. Вот такая французская книжка.
Здесь мне понравились, там я пролистывала овечки. Сейчас я не буду листать. Если вы хотите, я, конечно, потом могу пролистать все, и мы можем посмотреть, что тут есть в этих книжечках. Я их взяла домой, потому что у меня не было времени там стоять, все это рассматривать, сидеть, все это рассматривать. Я решила, я возьму домой, посмотрю. Я прочитала, что это Point de Croix, и понимаю, что это все-таки вышивка крестиков. Ну, и я также понимаю, что какие-то там примитивные эти все штучки. Ну, знаю, как французы умеют оформлять, я решила взять и посмотреть, что тут есть. Это такую книжечку я взяла. Потом я взяла Рикамо, вышивка. Тут схемы, секреты. Вот здесь написано шовчики, ткани, схемы, техники и секретики. Тоже я не смотрела. Я посмотрела, здесь вот шовчики показывают, мережки как делать, потом вот вышивка какая-то. Ну, тоже посмотреть надо, что это такое. И опять же, искусство вышивки, вот это называется. Это тоже шовчики, я так понимаю. Ну, вот есть здесь и крестик, есть здесь и гладь, есть здесь и шовчики. Ну, так, посмотреть, что там, да как там. Так, вот такая книжечка. Потом я взяла Тильда. Ну, я так понимаю, Тильда, и мне понравилась вот эта свинюшка. Смотрите, какая она классная вообще. Супер. Привет тебе, Таня. Она сделала там зайку такую. Если бы я эту зайку у нее не увидела, я бы, наверное, прошла мимо этой книжки и даже бы внимания на нее не обратила. Ну, тут же, понимаешь, Таня сделала зайку, и Ире тоже понадобилось. Ну, вот смотрите, здесь олени какие-то. Видимо, это олени, я так полагаю. Или овечки, или что это такое. Вот здесь такие эти самые мешочки. Ну, в общем, посмотреть надо, что это такое. Ну, вот свинюшка мне очень даже понравилась. И самое главное, вот, вышивка крестиком. Креативная вышивка крестиком, да, если, наверное. И здесь я вот как-то по этим, как их, по сэмплерам как-то не очень, но мне постоянно попадаются эти книжки. Вот, полюбуйтесь. Этот какой-то, видимо, старинный 1829-го символы, романтические символы, вышитые на льне. Это 1829 год. Ну вот. Вот вам еще один. Это, извините, я качаю вас. Это у нас что? Работа конца века. Изделие одной девушки. Тра-та-та. Что-то такое. О, боже, моя собачка упала. Вот еще. Ну, понимаете? Тут алфавит есть, кораблики какие-то. Вот еще. Ну как, я смотрю девочек, которые вышивают, мне нравится, но сама я как-то мне, ну я, наверное, не доросла. Вот смотрите еще какой. А вот птички какие. Вау, птички вообще прелесть. Вот конячка, а вот они, эти птички.
Ну, тут, видимо, без этих самых схемки даны, но цвета не даны. Ну, одним словом, если вы хотите, я полистаю эти все книжечки для вас или какую-то определенную, какую вы мне скажете. Ну, в следующем влоге. Сама сейчас посмотрю, полюбуюсь, и потом вам покажу и расскажу. А сейчас я пошла успокаивать мою Лулу, что она там слышит мой голос и зовет меня. Ну, отчитываюсь вам за вчерашний вечер. Вот столько я навышивала, не густо, но все-таки кое-что начала. Я, как уже сказала, что меня разочарование выбивает из колеи, просто руки опускаются, и не хочется уже ничего вышивать, ничего делать, когда вот такое. Ну, ничего страшного. Неприятность эту мы переживем, как говорится. Вот здесь я начала этот цветочек. Ну, здесь будет маленький совсем сюжетик. 4 таких цветочка будет. И такая достаточно большая площадь зашивки. Здесь в основном все белым цветом, а потом эти зеленые листики. На листиках тоже тут немного, 3, по-моему, цвета. Так что, я думаю, это быстро пойдет. Сегодня у нас суббота, и сегодня базар, и я наконец-то собираюсь ехать на этот базар, чтобы купить эти 4 недостающие нитки для домика. У меня же домик воскресный, воскресный проект. Я его в основном, коттедж этот зачарованный, я его в основном по выходным и вышиваю. Поэтому хочу поехать. Понятно, что я могу еще неделю там потянуть, и пока буду фон зашивать, все равно есть время. Ну, поеду сегодня, куплю эти нитки, надеюсь, что они будут, потому что как-то с этими нитками какая-то проблема. Я не могу понять, DMC производит Франция, в Европе, здесь продают. Они должны быть, по идее, дешевле. Они у нас стоят евро 25. Как-то недавно я смотрела, девочки из Америки, они жаловались, ой, подорожали нитки DMC, они сейчас там, они у них стоили то ли 40 центов, а сейчас стоят 45 центов. Я такая думаю, блин, что вообще происходит? Как это можно вообще... Получается, здесь они производятся, здесь в Европе, и они у нас стоят 3 раза дороже, чем в Америке. Какой-то парадокс. Так что... поеду покупать парадокс. Мы приехали в Кома на базар. Погода мерзопакостная. Лулу даже не хочет. Вот так мы гуляем. Такая прогулочка у нас. Лулу, ты хочешь пойти пешкошечком? Кома, вот здесь самое вкусное нувола продается и вкусный хлеб. Несмотря на мерзопакостную погоду, всегда полно народа в Кома. Мы зашли, купили нуволу. Не ехать же из-за 4 ниточек в Ком. Это гавкает, как всегда, на всех. Беловая колбаса. Спаковка. Ну что, зря ехать в Ком ради 4 ниточек мулине. Ну, естественно, я всегда там покупаю, вот в том магазине, что я вам показала, вот такую нуволу. Очень вкусная сладость. Такой пирожочек с абрикосовым вареньем внутри. Но он сделан из такого теста воздушного, просто объедения. Купила хлебок, 4. Все мокрое. Тоже вкуснейший хлеб у них. И купила пончики. Вот такие. С кремом заварным и 2 пустых. Я крем заварной не очень люблю, поэтому для меня пустые, для мужа с кремом заварным он любит. Вот такие вкусняшки. Вот так поедешь в Италию, это плюс 2 килограмма на боках. Вот такая в середине это нувола. Ну, это не как панеттоне, оно другое тесто, намного вкуснее. Такое оно немного влажноватое, панеттоне сухой, а это нет. Но вот это варенье абрикосовое там внутри. Супер вкусно. Будете в Италии, непременно попробуйте, не пожалеете. Естественно, вот то, зачем я, собственно, ездила в Кома.
Вот этого мне не хватало для полного счастья. Не могу продолжать вышивать свой дом. А моя вышивальная неделя заканчивается. Не только вышивальная, а развлекала я вас как могла, чем я занималась. Я очень рада, что вы досмотрели до этого момента. И раз уж вы такие терпеливые, поставьте лайк, напишите мне комментарий, напишите, хотите ли вы посмотреть книжки, полистать эти. Я сниму тогда. И прощаюсь с вами до следующего видео. Всем хороших выходных и пока-пока. Мой амарилис. Смотрите, какие тут бархатные. Не знаю, если видно будет, лепесточки. И вот 4-й открывается. Стоял, дремал, потом бац, и да, какой красивый цветочек вырос.